Замер пластиковых окон. Всем привет! Вы на канале Чертог мастеров. Правильный замер пластиковых окон. Советы специалистов. Одним из наиболее важных шагов при замене окон является измерение проемов. При неправильном снятии замеров могут потребоваться дополнительные работы при монтаже и даже переделке готовой конструкции, что обойдется недешево. Поэтому важно серьезно отнестись к данному процессу. В этом видео я расскажу, как пошагово произвести самостоятельный замер пластиковых окон. Подготовка к замеру пластиковых окон. Оконные проемы измеряются со стороны помещения и снаружи. Полученные данные позволяют определить точную глубину проема. Размер окна никогда не бывает меньше, чем снаружи. Начало работ – это подготовка правильного инструмента. Для работы нам понадобится рулетка, уровень или отвес, карандаш, бумага. В некоторых случаях проемы имеют наклон. Проблема актуальна для зданий из железобетонных блоков. Решение этой проблемы заключается в увеличении размера окна на величину перекоса. Замер пластиковых окон. Как замерять окна? Перед замерами нужно определить тип открывания. Проверьте наличие выступов шириной 50-65 мм по бокам и сверху окна со стороны улицы. Если они есть, то у вас так называемые окна с четвертью. Если нет, то без. Такие выступы помогают защитить окна от ветра, влаги и падений. На основе полученной информации будут проводиться дополнительные измерения, но в любом случае необходимо выполнить следующие измерения. Размер окна. Измерьте расстояние между боковыми стенками. Сначала со стороны ближней к улице, вверх, вниз, затем сделайте то же самое со стороны квартиры. Даже если у вас окно в четверть, показания могут отличаться из-за неровности стен. Возьмите наименьший из полученных результатов. Если окно четверть, добавьте к нему несколько сантиметров. Для панельного дома достаточно 3-5 см, для кирпичного 4-6. Если вы все сделали правильно, внутренняя ширина проема не превысит полученные показания. От ширины проема без четверти следует отнять 3-8 см, которые пригодятся для монтажного пространства. Измерив таким же образом высоту, к результату нужно прибавить 2-3 см, если есть четверть, и в любом случае вычесть 2 см на монтажную пену и 3 на толщину опорного профиля. Размер подоконника. Замер стеклопакета также предполагает измерение величины подоконника. Его необходимо проводить со стороны квартиры. Имейте в виду, что современные окна ПВХ намного тоньше старых деревянных. Поэтому для расчета глубины нового подоконника измерьте расстояние от края старого до ближней к улице стороны рамы и от полученного результата отнимите 5-6 см. Длина подоконника равна внутренней ширине проема плюс 6-8 см, если подоконник выступает с боков. Размер откосов. Откосы – это концы оконного проема. В данном случае нас интересуют внутренние откосы. Их высота и глубина являются чистыми размерами, которые необходимо записывать в том виде, в каком они получены. Размер отлива. Измерив ширину проема с четвертью, прибавьте к ней 5 см. В окнах без четверти отлив может быть и немного шире проема. Глубина отлива – это расстояние от внешней стороны рамы до торца кладки, плюс 2 см. Возможные последствия неправильных замеров пластикового окна. Если вы неправильно замерили окно для установки, то могут наступить следующие ситуации. Появление трещин. Для исправления дефекта зазоры заполняются монтажной пеной. Увеличение размера профиля. Исправить дефект можно, расширив проем. Со временем неисправная конструкция теряет эстетичный вид, пропускает в помещение холодный воздух и осадки. В процессе эксплуатации дефектного окна деформируется рама. Стеклопакет начинает примерзать, появляются щели, через которые в помещение проникает холодный воздух, пыль и осадки. Повышенная влажность приводит к появлению плесени и грибка, что является причиной астмы и аллергии. Советы по замеру пластиковых окон. Специалисты фиксируют все показания в миллиметрах. Во избежание дублирования и недопонимания мы рекомендуем вам использовать эту же систему. Размеры окон для срубов рассчитываются немного по-другому. После строительства деревянные стены будут сидеть еще пару лет и даже после этого не будут оставаться в полной неподвижности, реагируя на погодные условия. Так уменьшится 10-15% высоты, а также необходимо учитывать ширину монтажного кожуха. Выбор внешнего вида окна для дома или офиса определяется цветовыми решениями и формой проема.
при замерах учитывайте: ширина поворотно-откидной створки от 40 см. Диаметр изгиба полукруглой арки составляет 52 см. Размеры, форма оконных проемов зависят от конструкции самого здания, расположения этажей. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Коровин Сергей Дмитриевич. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.